Есть такая расхожая фразочка, что история не терпит сослагательного наклонения. Обычно нею пользуются, когда хотят закрыть рот собеседнику, типа «что уж там разглагольствовать, вот так случилось и случилось, чё рассуждать, а как могло бы быть, а если бы да кабы, есть факты и точка». Хотя и тут можно сделать целое исследование, что такое факты, то, что действительно произошло, или то, в каком виде это донесено до широкой публики. Вот послушайте, как эта сама прожженная пропагандистка Скобеева прекрасно обрисовывает. Не до конца имеет значение, что конкретно происходит. Обратите внимание, происходить может одно и то же событие, но интерпретация этого события имеет значение. Это то, что в современном мире, наверное, принято называть эпохой постправды, когда есть правда, или, может быть, правды нет. Ну, то есть не важно, что был нанесен удар. Ну как? Важно, но не в этом сакраментальный смысл. Важно, какое именно мы с вами или они для нас сформируют отношение к этому удару. Их интерпретация. Наш удар по Харьковской области, проявление агрессии. Для нас все то, что мы сейчас делаем в Харьковской области, это создание санитарной зоны. Это по поводу фактов, которыми мы оперируем. Там тоже надо продираться сквозь густой лес мифов и домыслов, которыми эти реальные обстоятельства обрастают. Но представим, что мы оперируем историческими фактами, более или менее доказанными. И когда начинаем рассуждать, что история могла пойти иначе, если бы тогда выбрали другого военачальника или президента, которые приняли бы другое решение, то, как я сказала, какой-нибудь штемп сразу захлопнет нам рот полунаучной фразочкой, что история пошла так, как она пошла, а все остальное – безосновательная спекуляция. И фраза эта, конечно, очень удобная, сказал, как отрезал, хотя является она совершенно бессмысленной. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Давайте разбираться. Это называется альтернативная история. И в нашей собственной жизни мы создаем альтернативные истории каждый день. Например, поперлись через шоссе в неположенном месте. Если легко отделались, то платим штраф и с пластырями на фейсе и ужасным настроением приходим на работу. Но ставим себе зарубку в мозгу. Если бы переходил шоссе на пешеходном переходе, и рожа была бы целая, и деньги бы сэкономил, и утро это было бы гораздо приятнее. Также часто мы в этом бурном житейском море встречаем людей, которые влияют на нашу судьбу, делают ее лучше или наоборот портят. И потом мы рассуждаем, надо было ехать в то утро другой дорогой на работу. Тогда бы я не встретил эту девушку, и у меня была бы прекрасная жизнь. Возможно, что такие рассуждения приведут к разводу, но жизнь такого товарища станет гораздо симпатичнее, и в следующий раз он будет более осмотрительный после того, как набил шишек. То есть мы, выбирая одну дорогу, одну реальность, всегда оставляем другие варианты нереализованными. Вот это и есть альтернативная история, которая помогает нам принимать правильные решения и не наступать впредь на грабли. Для нас это житейский опыт, который мы приобретаем, именно совершая ошибки. И если нас, живых людей, мудрецы и философы, призывают работать над своими ошибками, то почему стране в целом и политическим лидерам это запрещено? Может, потому Украина идет по граблям вот уже 100 лет, что некоторые манипуляторы суют где надо и где не надо, это чертово сослагательное наклонение. Кстати, о граблях. В последнее видео я поставила такую заставку. Тут на фоне пресловутых граблей стоит Черчилль с вопросом «What if?». А что если? Это картинка из Alternate History Channel, канал альтернативной истории. Авторы этого канала считают, что прошлое такое же неопределенное, как и будущее, и предлагают углубиться в такой увлекательный вопрос, как «что если?». Они придумывают сценарии о том, как различные завершения исторических событий изменили бы наш мир. От решающих сражений до влиятельных фигур они исследуют эффекты бабочки, которые могли возникнуть в результате незначительных изменений. Каждую неделю они предлагают новое путешествие в мир альтернативной истории с анализом сложной паутины событий.
Для истории такой подход what if имеет место быть. А как еще оценивать реальность, если не заглядывать в прошлое, не пытаться понять ту цепочку решений событий, которая привела нас в день сегодняшний? Кстати, мы на канале только этим и занимаемся. Кто меня слушает, тот знает, что я всегда выделяю те моменты в биографиях моих героев или моменты истории, которые нас завели не туда, куда надо. Моих героев, как правило, к преждевременной смерти, а страну в тартарары. Вспомните Павла Деревянко, который не уехал с друзьями в эмиграцию, а остался в Украине и погиб от рук чекистов. Вспомним атамана Федорченко, который уехал в эмиграцию, но решил вернуться в СССР и также погиб в застенках НКВД. А я предполагала, и совершенно справедливо, что если бы Федорченко остался за границей, то с большой вероятностью дожил бы до 70 лет хотя бы. Что тут плохого, если я применяю в своих видео сослагательное наклонение? Также и со странами, только ошибки политических лидеров гораздо больнее отражаются на жизнях миллионов людей. Именно поэтому так важно выбирать ватажками, президентами и канцлерами ответственных, серьезных людей, которые мыслят масштабно. А проблема в том, что странами часто руководят политики недальновидные, которые принимают ошибочные решения или по глупости, или в угоду каким-то там амбициям. Как пример, мы с профессором Слесаренко рассуждали, что было бы, если бы в Первой мировой выиграла Германия, то есть пустились с этим сослагательным наклонением во все тяжкие. Я там говорила, что США сделали огромную ошибку, что вступили в эту войну, а другая не менее страшная ошибка – это послевоенный оголтелый дерибан Германии. А если бы не было Черчилля, очевидно, что Сталин тогда из Рузвельта яичницу сделал бы и съел ее на завтрак. Я на заставке вам показала, как обращался Рузвельт к Сталину в письмах «My dear Mr. Stalin». Но об этом мы поговорим в третьей части. Вот вам и сослагательное наклонение, поэтому и возникла эта фразочка дурацкая, ее тулят во все дырки, лишь бы отучить нас думать. Но зачем мы вообще учим историю? Чтобы перечислять нудно факты и всякие события. Мы для того ее и учим, чтобы просчитывать будущее на основании прошлого опыта. А как еще понять поступки мировых лидеров, если не принимать во внимание всякие «если» и «бы»? Без сослагательного наклонения мы бы вообще не могли оценивать масштабные исторические события и размышлять о них. К примеру, трудно дать какую-либо оценку переворота 1917 года без мысленного эксперимента. А как продолжалось бы развитие Украины, если бы не этот переворот? Естественно, ответить на такой вопрос непросто. Нужно экстраполировать темпы развития экономики, строить гипотезы и тому подобное. То есть рассуждать. И тогда получится, что выводы будут не в пользу некоторых исторических лиц, а это как раз часто и не на руку правящей верхушки. Вот вам доказательства. Кстати, я никогда не соглашусь, когда мой отец погиб в борьбе с нацизмом, с гитлеровской Германией, чтобы Бандера и Шухевич носили звание Героя Украины. Ну это просто не по-человечески, не по-людски. А тем более, что тот, кто это делал, прекрасно понимал, что этим он вбивает клин опять между людьми, между народами. А если бы идеи Бандеры и Шухевича тогда сработали, то этот бы чмошник с георгиевской ленточкой на груди в лучшем случае мастерком работал при каком-то ЖЭКе. Так вот, альтернативная история имеет два направления. Первое – это science fiction. Научная фантастика. Взять хотя бы известный роман 1984 Джорджа Оруэлла. Что было бы, если бы в Англии победили коммунисты? И роман этот сочинялся как предупреждение западному обществу об опасностях сталинизма. И что будет, если они заиграются с левацкими идеями? В Україні внимание заслуживает роман «Дефіляда в Москві». Василя Кожелянка вважають батьком української альтернативної історії.
Здесь писатель размышляет, что было бы, если бы Гитлер не проигнорировал поддержкой порабощенных народов Советского Союза и вместе, например, с УПА совершил блицкриг и захватил Москву. О таком развитии событий мы рассуждали также с профессором Слесаренко. Второе направление, чтобы отличать от первого, называют контрфактическая или виртуальная история. Это уже проходит по линии науки. Контрфактическая – это такая форма историографии, которая пытается ответить на тот же самый вопрос, что если, и выдвигает предположение о том, чего не произошло или что могло произойти, чтобы понять, что действительно произошло. Одной из первых контрфактических исторических книг считается сборник эссе 1931 года «Если бы это случилось иначе». Некоторые из эссе написаны ведущими историками того периода, а одно политиком, и вы не поверите, самим Уинстоном нашим Черчиллем, который свои мозги разминал над темой «Если бы Ли не выиграл битву при Геттисберге». То есть описал, что было бы, если бы конфедеративные штаты в 1863 году победили. Вот как надо развивать свое мышление, чтобы стать политиком такого уровня, как Черчилль, и потом спасти мир. А проанализируйте-ка своих президентов, дорогие мои слушатели, кто из них мог бы написать что-то подобное. А как домашнее задание, порассуждайте, как далеко мог продвинуться Путин, если бы попер вместе с Белоруссией на Европу, минуя Украину. Как далеко он бы зашел за 3 дня, до Берлина или до Лиссабона. И как бы при этом вели себя США, выражали бы обеспокоенность или сказали бы Европе: вы там воюете, пока Путин измотается, а там видно будет. Как подсказка, я нашла форум, где европейцы рассуждают на эту тему. Все они, конечно, бодрятся, типа, там и дали Буцки тому Путину на раз-два. Я выделила 2 комментария. Некий Швинги рассматривает 2 варианта развития событий. Первое. Россию растопчут. У Германии и Польши есть проблемы, но без помощи НАТО, а с помощью остальной Европы это в лучшем случае будет идти по кроваво-красным польским улицам, заполненным телами русских оккупантов. Второй вариант. Гораздо больше шансов у России пройти через Словакию к австрийской границе, но их притормозит Украина, которая будет сопротивляться, а за это время ЕС лучше подготовится. И далее в том же духе. Как многие, большинство комментаторов считают количество ракет, танков и так далее. И вот только один венгер под ником Фрода почитал все это и сделал существенную поправку. Он сказал, что комментаторы не учитывают одной простой вещи. Украинцы проливают кровь за жизнь. Не хватило ему духу дописать и за вас, комментаторов, тоже. Цитирую его. Если произойдет настоящая война, в которой российская армия пойдет в полную силу, даже без ядерного оружия, мне интересно, сколько европейской молодежи, я имею в виду боеспособных мужчин, готовы пожертвовать, не говоря о жизни, своим комфортом. Сколько людей смогут собраться вместе в глубинке страны, чтобы поддержать борьбу. А политики, они хоть как-то компетентные? Я действительно не знаю. Я не говорю, что Европа проиграет. Я думаю, что мы выиграем. Но это будет гораздо более тяжелая битва, основанная не только на технологиях. Это зависит от того, как нации смогут объединиться не только вместе, но и внутри себя. Конец цитаты. В общем, этот форум – типичный мужской разговор, я их прекрасно знаю, утонуть в подсчете вооружения, но пропустить политику, человеческие и другие факторы. Естественно, ремарку этого венгера похерили и пошли дальше рассуждать о мощи европейского оружия. Но что интересно, НАТО комментаторы вообще не учитывали в своих расчетах. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Так что виртуальная история – это вполне легитимное научное средство изучения прошлого. И любители истории не то что могут, а обязаны, если хотят развиваться, изучать альтернативные пути развития, с лупой исследовать исторические развилки. Но с другой стороны, не стоит этим и увлекаться. Все-таки конечная наша цель – понять, что было, а вопрос, что могло быть – это всего лишь средство,
чтобы понять прошлое более отчетливо и не допускать ошибок в настоящем.